Друзья, в последнее время среднее количество просмотров на канале сильно упало, поэтому прошу вас, пожалуйста, по возможности поставить лайк и написать комментарий. Спасибо большое. Джейк Пол против Тайрона Вудли. Очередной фрикбой или же начало чего-то по-настоящему нового в современных единоборствах. Друзья, с вами Страйкер, и сегодняшнее видео будет посвящено техническому разбору боя Вудли и Пола. Мы постараемся понять, сможет ли дерзкий блогер одержать очередную победу, или же бывший чемпион UFC покажет уровень и нокаутирует выскочку. Разберемся, а мы начинаем. Погнали! Ну что же, теперь о самом предстоящем поединке. Неожиданно, но братья Пол начали буквально приковывать внимание к собственным персонам из-за своих громких боев против ярких представителей мира боевых искусств, в том числе смешанных единоборств. Безусловно, пока что и Джейк и Логан дерутся скорее против ветеранов, которые давно прошли свой пик, но все равно блогеры сражаются против профессиональных спортсменов, и это не может не впечатлять. Братья Пол начали свой путь в боксе уже достаточно давно, но именно в последний год они весьма существенно повысили уровень своей оппозиции. Ведь начиная с поединков против таких же блогеров и баскетболистов NBA, они стали выступать против профбойцов. Сначала Джейк Пол встретился с бывшим чемпионом Bellator и One FC в лице Бена Аскрена. На самом деле, несмотря на слабую стойку Бена, я был глубоко убежден, что разница между профессиональным спортсменом и обычным блогером должна быть колоссальной. Но Джейк Пол сумел шокировать меня и, возможно, даже весь мир, нокаутировав Бена уже в первом раунде. Да, можно говорить что угодно, что Аскрен никогда нормально не бил, что он всегда лишь боролся в боях, но перед поединком у всех было другое мнение насчет этого противостояния. Многие были убеждены, что Бен заберет его, но Пол вырубил Аскрена и затем сделал сразу несколько громких вызовов. В том числе в списке потенциальных соперников фигурировал Тайрон Вудли, с которым ему скоро и предстоит подраться. Следом за братом Логан Пол провел бой против уже настоящего боксера Флойда Мейвезера, но 44-летний Майский в силу возраста и габаритов не смог финишировать Логана, из-за чего в их схватке не было выявлено победителя. И теперь следующим поединком одного из братьев будет бой Джейка против неоднократного чемпиона UFC Тайрона Вудли, которого многие считают одним из лучших полусредневесов за всю историю UFC. Если Пол пройдет Вудли, который хоть и на спаде, но все равно обладает высокой ударной мощью, в отличие от Аскрена, то безусловно Джейка начнут уважать и считать каким-никаким боксером. Но если Пол проиграет, скорее всего его уровнем будут лишь фрик-бои против баскетболистов и борцов. В это же время, если Вудли уступит обычному блогеру, это может негативно сказаться на его наследии. 4 разгромных поражений подряд. И теперь еще проигрыш от парня, которого ненавидит почти все ММА-сообщество. В этом случае Тайрона просто сожрут с потрохами. Для обоих на кону очень многое. Окей, приступаем к разбору навыков. Как и принято разбирать в подобных роликах, мы начнем с обычной работы спортсменов на руках. Джейк Пол, хоть и является, казалось бы, обычным блогером, прогрессирует от боя к бою. Мы уже отмечали на его первый бой в любителях и уже прошедший в профи. Просто небо и земля. Особенно это было видно в прошлом бою против Аскрена, где он легко, без особых усилий, убрал старину Бена. Джейк и вправду двигается, почти как настоящий боксер. Безусловно, есть определенные моменты, к которым можно придраться, но учитывая, что он занимается не так уж и долго, Джейк достиг уже неплохих результатов. Думаю, что в сравнении с Вудли передвигается он реально неплохо. Не знаю, как будет действовать Тайрон в ринге, но возможно в ММА Вуд постоянно боялся тейкдаунов, из-за чего стоял, как будто его заморозили. Однако, если исходить из его выступлений в UFC, в футворке он явно хуже Джейка. Пол также обладает нокаутирующим ударом и по габаритам больше, чем Вудли, что тоже может сыграть немаловажную роль. Обычный вес Пола в его поединках 91 килограмм, что примерно соответствует категории полутяжелого веса в UFC. Вудли же выступал на 2 весовые ниже, в полусреднем, с лимитом 77 килограмм. Но все же, видимо, Пол гоняет не так много, а в межсезонье Тайрон весит плюс-минус столько же. И если брать в пример тот же поединок Магомеда Исмаилова против Александра Емельяненко, то многие были шокированы, что Магомед показал столь малый вес на весах. Он был более чем на 20 килограммов меньше, чем Александр, но в этом и была суть.
сказать, Исмаилов сделал вес, в котором ему комфортнее всего. Он мог бы набрать и 110 килограммов, но какой в этом смысл, если это его непривычный вес, и он будет выглядеть как бесформенная куча сала. Поэтому существует некая интрига в том, сколько будет весить Тайрон в бою, и как он будет себя чувствовать. Но у Вудли есть не только минусы. Самый главный плюс Стивуда в том, что он, бывший чемпион UFC, который добывал свои победы преимущественно за счет ударной техники. Последние бои он слил из-за давления оппонентов и их борьбы, за исключением разве что поединка против Висента Люки. И непонятно, сможет ли Джейк оказать нужное давление на Вудли и не пропустить тяжелый панч за счет своего опыта и по-настоящему тяжелого удара. Тайрон уравнивает шансы в этом аспекте. К тому же он тренировался с Флойдом Мэйвезером. Правда, сейчас перестал. Конечно, за столь короткий промежуток времени сложно будет перестроить Вудли, но думаю, что и этого будет достаточно для данного боя. Тут 50 на 50, так как Джейк, хоть и хорош в боксе, но пока что ему не доводилось принимать действительно тяжелые удары. И всего одного точного панча в нужный момент от Тайрона будет достаточно, чтобы выключить блогеру свет. На самом деле я полностью убежден, что в этом поединке не будет клинча. Во-первых, если кто-то и должен его инициировать, то это скорее Вудли, так как за счет своего бэкграунда в ММА он может быть в нем успешен. Джейк, в свою очередь, благодаря своим габаритам, вряд ли позволит ему это сделать. Ну и во-вторых, Аскрэм пытался клинчевать Пола в их бою, но клинч сразу разорвался рефери, и думаю, что подобный сценарий здесь также возможен. Поэтому строить тактику вокруг изматывания в клинче — это проигрышный вариант. И Бен, который должен был работать подобным образом, не получилось этого ничего, кроме поражения нокаутом. Вот о кардио реально сложно говорить, так как с одной стороны Вудли, который не обладает хорошей выносливостью и просто умеет расходовать энергию, а с другой Джейк, который вырубал всех в первом или втором раунде, и непонятно, как он будет выглядеть на более длинной дистанции. Но в выносливости я бы отдал предпочтение Тайрону. Он умеет экономить энергию для взрыва, да и в UFC неоднократно проходил полной дистанции. По ментальности снова же Вудли. Мы говорим о бывшем чемпионе UFC, который дерется с парнем из Диснея. Да, возможно, я повторяюсь с другими бойцами, но ребята, камон, их ментальность должна быть просто небо и земля. Другое дело, если речь идет о мотивации и других закулисных моментах. Вдруг старину Тайрона смогут подкупить, кто знает. Но если смотреть чисто на бумаге, тут безусловно Стивуд. Как пройдет бой? Есть два возможных сценария, по которым пройдет бой. Я думаю, что Джейк будет работать максимально осторожно, в отличие от боя с Аскреном, и возможно будет делать ставку на победу решением, аккуратно используя джабы и постепенно разбивая Вудли. Безусловно, если представится удобный случай, Пол попытается взорваться серией, чтобы вырубить Тайрона, но не думаю, что он будет столь опрометчиво нестись на Вудли, если он, конечно же, не дурак. И второй сценарий. Тайрон жестко, прям в максимально дикой манере вырубает Джейка на контратаке, когда тот попытается выкинуть какой-нибудь удар. Многие нокауты Вудли были именно в таких ситуациях. Даже в последнем бою он шатал Люки из раза в раз с этими ударами. Поэтому Пола нокаутировать уж точно выйдет. Я думаю, что Тайрон Вудли победит в этой встрече. Может, я недооцениваю Пола, но я хочу верить в то, что бывший чемпион UFC должен быть просто на несколько голов выше блогера, который недавно начал заниматься боксом. Но если говорить о бойце, за которого я притоплю, то это будет Джейк. Вы спросите, почему? Ведь все ММА-сообщество его просто ненавидит. Но что будет, если Пол сейчас проиграет? Больше никаких подобных поединков. И на этом все. Эта захватывающая история имела бы очень печальный конец. Если же Джейк выиграет, мы сможем увидеть еще парочку потенциально громких встреч. Поэтому как-то так. Но это лично мое мнение. За кого болеть и кого выбирать победителем, выбор ваш. А что вы думаете об этом всем, друзья? Кто же победит, Вудли или Пол? Давайте обсудим все в комментариях. Друзья, есть просьба. Загляните, пожалуйста, в мой инстаграм и подпишитесь. Там реально достаточно интересно. В историях актуальные новости мира ММА, мои реакции и мемчики. Мы там проводим прямые эфиры, и я по возможности стараюсь отвечать на сообщения в директ.
Если вы, конечно, не безмозглый хейтер. Таких я отправляю сразу в ЧС. Извиняйте. В общем, ссылка в описании. Жду вашу подписку. Ну что же, дорогие друзья, а на этом наше видео заканчивается. Если ролик вам понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь видео с друзьями. До скорых встреч! Увидимся в следующих роликах.